Дорогие друзья, добрый вечер. У нас сегодня замечательная пара. Елена Ильиных, Сергей Полунин. Ребята пришли. И обратите внимание, мы держим, вот, 1,5 метра мы выдерживаем вот эту... вот эту, дрожит. Ничего. Сереж, сколько вы можете так простоять? Я не в форме. Ну, сколько? Ну, я думаю, до 30 апреля. До 30 апреля. Это самое главное. Дальше будем что-то придумывать. Работаем, ребят, пожалуйста. Ну, давайте мы тогда будем говорить, Мить, раз у нас сегодня такая тема. Семейная? Семейная. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, счастливых взаимоотношений. В условиях. На фоне вот того, что происходит сейчас в мире, случаются радости. Семейные, локальные, теплые. Наши сегодняшние гости, Сергей Полунин и Елена Ильиных, не стали исключением. 16 января они стали родителями. И сегодня они у нас в гостях. Елена Ильиных, Сергей Полунин, пожалуйста. Сережа, вот добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Ребята, ну вот сразу я могу сказать, вот Сережа хотел же сюда сесть, нельзя. Мы выдерживаем дистанцию. Сегодня 1,5 метра, напоминаю, минимум. Мы сегодня проверяем эту дистанцию, замеряем то, что является вот эквивалентом 1,5 метров. Сегодня это прическа Елены Лениной. Вот так она выглядит. Смотрим. Да, это ровно 1,5 метра. Да, к сожалению, больше на Каннском фестивале это никто не увидит. Ну, в этом году, по крайней мере, но тем не менее. Спасибо огромное, Елена. Ребят, я вас поздравляю с таким событием. Ну, расскажите мне, как вы, во-первых, сейчас переезжали из Майами? Ведь вы, там родился ваш сын, которого, кстати, как назвали? Мир. Мир! Это Ну, что ж никто... А что, мир? Ну, почему никто не хлопает? Не У вас радуется что, так миру. много знакомых мужчин с именем Мир? Расскажите мне, какие были варианты? Хороший вариант. Все папы. Все варианты от папы были? Да, потому что мы думали, когда будет девочка, я придумываю имя, я уже все придумала, а потом оказалось, что мальчик. Так. И я сказала, что все выбирает Сережа, но потом об этом очень пожалела. Сережа, какие были варианты у вас? Ну, очень интересно узнать шорт-лист, потому что, зная вас... Был Шива. Шива. Шива, красиво. Самсон. Шива и Ши. Отдельно. Это два разных имени? Да. Ши и Шива? Да. Ши это китайская, Шива это индийская больше. Шива Сергеевич, красиво. Ши Сергеевич, тоже неплохо. Так. Самсон. Самсон, да. Было одно имя, но я не знаю, можно его вообще здесь произносить. Ну, все зависит от того... А почему нельзя? Если хотели ребенка назвать. В общем, в один день, когда у нас вот эти все варианты были, Сережа он мне сказал, все, я нашел имя. Так. Я говорю, что? Ну. Он говорит, Адольф. Красиво. Будет Адольф. Красиво. Вот. Красиво это Noble Wolf. Это благородный волк. Благородный волк. Красивое имя, но один человек это имя очень испортил. Да. Поэтому вот пришлось передумывать имя, и на самом деле самому ребенку не очень это нравилось, и когда он родился... И ребенку не понравилось? То есть вы... Когда мы его называли Адольфом, он очень плакал и орал. То есть прям вот Адольф, и он... То есть вы ему Адольф, он... Найн! Ну, получи... Ну это же здорово, ну это же имя. Действительно его испортил человек. Ну это же имя. Это единственное имя, которое, в принципе, Красивое испорчено. имя. Красивое имя, ну и что? Ну хорошо. Вот и кто-то должен его в какой-то Вот момент... даже, да нет, ну хорошо, Дольф Лундгрен, он же тоже Адольф, но убрал букву и все. Так, расскажите мне, значит, вы, когда, я так понимаю, что была какая-то история, что вы даже в день, когда мир появлялся на свет, вы совершенно как-то занимались своими делами. Что, насколько я понимаю, Лена поехала делать... Не спешили вообще вы никуда в роддом? Вообще не спешили. Рассказывайте, как это произошло, если... Ну, нам, во-первых, сыночек дал выспаться, мы всю ночь поспали хорошо, потом Прекрасно. на утро у меня отошли воды, и Сережа пошел делать балетный класс. Нормально.
Ну, как бы Нормально. мы не знали, что в этот момент делать. Сережа пошел, как обычно, делать балетный класс, а я подумала, что, ну, я же на встречу с главным мужчиной должна прийти красивая, пошла крутить волосы, краситься. А вот уже отошли. Да, уже в полном объеме. Класс. Класс. И мир, наверное, в этот момент думал, да, папа стоит у станка, мать красится. Да. Так, и что же? Ну и после этого вы отправились, все хорошо, все прошло. Как вы сейчас мир, как говорится, перевозили из одного государства на родину? Да, в наше государство. Сейчас же вы оказались там, Майами, там уже началась, наверное, вот эта... Да, остров, на котором мы были чуть возле Майами, и он закрылся. Там нам сказали буквально за день, что закрывается весь остров, и нам пришлось быстро улетать. У меня есть фотография, между прочим, как раз мира. У меня есть фотография мира. Это, я так понимаю, это Sunday Times Magazine. И вот фотография. Смотрите, какая красота. Какой красивый. Мир красивый. Надеюсь, он на меня не обидится за обложку, что он голый. На его первой обложке. Сереж, но вы миру перекрыли все. Я бы сказал, это вообще непонятно. Все. Он обидится, может быть, наоборот, что вы его не показали, что, как говорится, мир не показали во всей красе. Прекрасная фотография. Так, расскажите мне, пожалуйста, вот какая красивая фотография была сделана сейчас. Так вот вы проходите на самоизоляции. Вот она. Недавно появилась фотография. Сергей Полунин находится в какой-то маленькой... Я вам хочу сказать, вы, в принципе, выдающийся артист, Леночка, выдающийся спортсмен, но вы могли бы жить как-то более просторно. Вам нужно написать письмо в мэрию, и они предоставят вам какое-то жилье. Сейчас идет реновация, вы можете... Расскажите, как проходят ваши дни на самоизоляции? В основном ребенком занимаемся, играемся, плаваем, разговариваем уже практически. Да, не знаю, весело, хорошо на самом деле, что есть... Что есть возможность побыть вместе, и у нас на самом деле уже 4 месяца в такой самоизоляции. Ну да. А вот расскажите мне по поводу, а как же, вам же нужно все время находиться в форме, вам же нужно все время репетиции, все время тренировки. А сейчас все в основном говорят, когда ты так находишься на самоизоляции, начинаешь питаться усиленно, пропускаешь, нет, какие-то физические упражнения. Вы как бы... Мы занимаемся вместе дома с утра. Я, в принципе, всегда, мне уже лет 7 сам дома занимаюсь. А сколько, вот интересно, сейчас же все же еще выкладывают и тренировки, тоже все, оказались все фитнес-тренеры большие. Все начинают выкладывать тренировки. Сколько, Сергей, вы постоянно тратите вот на эти утренние ваши занятия? Немного, полчаса, 45 минут. Этого достаточно, чтобы быть в такой средней форме. Но нужно это делать каждый день. Если не прерывать, то тогда находишься в такой хорошей физической форме. Чтобы нам быть в форме, вот нашей передачи, нам нужно делать одно. Это показывать вам рекламу, которую вы смотрите, запоминайте, а потом возвращайтесь к нам. Давайте посмотрите. Далее в программе прекрасная пара. Фигуристка Елена Ильиных, артист балета Сергей Полунин, а также наш кинокритик Антон Долин. Молодые родители Сергей Полудин и Елена Ильиных сегодня у нас в гостях. Ребята, и сейчас мы хотим попросить вас сделать следующее. Сделать очень непростую вещь. Понятно, что мы привыкли танцевать, когда вами руководят хореографы, когда ставятся балеты под хорошую музыку. Сейчас мы попробуем объединить вас, суперпрофессионалов, с нашими зрителями. Значит, прямо сейчас мы будем показывать вам танцующих наших телезрителей, а ваша задача будет повторить их движение. И это вам уже не какой-то там классический балетик. Итак, друзья, танцуем дома. Сейчас вы будете танцевать, а мы, элита мирового танца, будем повторять ваши движения. Начинаем мы как бы по степени возрастания таланта. Сначала Сергей, потом Лена и уже потом я. Сереж, можно попросить вас выйти сюда? Все очень просто. Мы выбираем, смотрим сейчас, вот, да, мы выбираем случайный танец, будьте любезны. Выбираем танец, видите танец и повторяйте движение. Вам будет непросто, с той стороны тоже люди не лыком шиты. Запускайте барабашу.
Пробуем, погнали. Что там вышла за шляпа? Пожалуйста. Ну что, звезда балета, вот они, звезды. Леночка, пожалуйста. Да, Сережа, да. Это, конечно, вам не в большом. Ладно, давайте. Следующий танец. Будьте любезны, пожалуйста, барабан. И сейчас Елена Ильиных будет повторять движения, которые прислали нам вы. Пожалуйста. Там сейчас будет еще указание. Выпады с правой надо было уже, ладно. Назад. Выпады. Давай крест-накрест уже. Накрест в обратную сторону. Не надо, это не надо делать. Значит, Лен, Сереж, вы обратили внимание, мать говорила дочери, дочь отставала, а Лена слушалась мать. И делала выпады раньше. Спасибо огромное. А теперь, друзья, давайте мне любое видео, я покажу вам себя. Будьте любезны. Давай. Тренироваться, репетировать. Скучно дома. Подходите. Дорогие друзья, сейчас мы хотим сделать следующее. Господи. Сереж, мы хотим сделать следующее. Вот сейчас, чтобы не было вот таких танцев, которые останавливают сердце у неподготовленных людей, как я. Сереж, можно ли попросить, сейчас мы поставим одну из самых популярных музык, которые сейчас люди слушают и по них танцуют, и попросить вас, какое-нибудь простое, но несложное, да, какое-нибудь движение, вот, которое люди будут повторять и будут говорить. Присылать потом нам. Вы будете это оценивать, но самое главное, они будут понимать, что это движение я делаю так же, как и звезда мирового балета Сергей Полунин. Есть такое движение? Есть. Пожалуйста, на исходную точку. Пожалуйста, музыку. Итак. О! О! Хорошее движение. О! Хорошее движение. И даже я так могу повторить. Вот как мне нравится такое движение. Очень хорошее движение. Да, классное движение. Нить, классное движение. Давайте все вместе сделаем такое движение. Ну-ка, все вместе. Опа. Опа, хорошее движение. Так. Лена. Елена Ильиных, Сергей Полунин. Давайте поаплодируем.